Сегодня первый раз в жизни делал куриный рулет. Я не ожидал, что будет так просто и быстро. А главное, рулет получился очень сочный, вкусный и красивый. Мои домашние просто в восторге. И не надо какого-то специального оборудования. Все предельно просто. Для рулета нам понадобится мясо курятины, курага, чернослив, сладкая паприка, черный перец, сухой чеснок, нитритная соль, простая соль и ледяная вода. Для удобства я смешаю сразу все специи в баночке. Это простая соль, нитритная соль, черный перец и сушеный чеснок. Нитритная соль, по сути, это смесь простой соли и нитрита. Сохраняет розовый цвет, подавляет рост бактерий, включая ботулизм, препятствует окислению, ну и улучшает консистенцию, то есть превращая наш фарш в колбасу. Она настолько же опасна, как и простая соль. Заменить ее можно простой солью в таком же количестве. Мясо курятины уже предварительно помыто, отделено от кожи и костей. Тут у меня обрезки, малое куриное филе и куриные бедра. Филе нарезать не буду. Нарежу только бедра на довольно крупные куски. Очень мелко не надо. Я хочу, чтобы куски мяса были видны в рулете, как в ветчине. Мясорубка не нужна. Мясо я немножко разобью ножами. Можно и молотком. Это уже как удобней. Делаю я это для того, чтобы размягчить волокна и специи лучше впитались. Когда рулет будет вариться, это мясо все равно склеится и будет более однородная структура. Получается такая вот рубленная масса, похожая на полуфарш. Теперь я положу эту массу в миску. Добавлю ледяную воду. Можно и куриный бульон. Будет еще сочнее и вкуснее. Далее добавлю специи и перемешаю миксером с помощью крюков для теста. Так будет быстрее и руки чистыми останутся. Вымешивать я буду, пока масса не станет липкой и тягучей, способной держать форму. Это признак хорошего развития белков мяса. У меня ушло на это чуть более 5 минут. В процессе мясо может намотать на крюки, но в этом нет ничего криминального. Я просто ножиком срезал, да и все. В конце обязательно еще разровняю и подпрессую массу лопаткой, чтобы как можно больше выдавить воздушных пустот. Воздух наш враг и окисляет мясо. Теперь накрою фарш пленкой и отправлю в холод на часа 2 примерно. За это время фарш уплотнится, впитает воду и насытится ароматами. Как фарш готов, возьму рукав для запекания и щедро насыплю сладкой паприки по центру, на то место, где будет фарш. Теперь возьму фарш и сколько смогу расплющу блин в руках. Уложу на паприку и придам плоскую ему такую форму. И уже сверху на фарш вдавлю курагу с черносливом. И если что, у меня фрукты уже промытые и размоченные, то есть готовые к употреблению. Теперь самое сложное из всего процесса, по крайней мере для меня, это свернуть в рулет. Тут наловчиться надо, дабы скрутить красиво. И чтобы паприка не разъехалась по сторонам, и рулет получился нужной длины и толщины. Так что на меня не смотрите. Я в первый раз кручу, и выглядит это довольно неловко. Так, сейчас мне нужен шпагат. Я завяжу один конец, а через второй конец выдавлю воздух. Спрессую сколько смогу, чтобы по максимуму выдавить все воздушные пустоты, и завяжу. А лишнюю пленку обрежу. Обвязку делать не буду, дабы упростить процесс, а просто дополнительно оберну трижды в пищевую пленку и еще раз завяжу. Этого будет достаточно. Теперь я беру кастрюлю с холодной водой, кладу туда рулет и прижимаю чем-нибудь, чтобы не всплыл и более равномерно прогрелся. Далее нагреваю до появления первого пара, то есть до небольших пузырей. Но если в наличии имеется термощуп, то это примерно будет 80-85 градусов. Если готовить при температуре свыше этой, то рулет получится более сухой. По достижении этой температуры начинается отсчет времени. И тут есть два пути. Это отправить в разогретую до 100 градусов духовку на 1 час. Этот метод мной проверен, и температура держится постоянно идеальной в районе 80 градусов. Либо можно оставить на плите на медленном огне, периодически контролируя и поддерживая температуру 80-85 градусов в течение часа. Далее готовый рулет в этой же упаковке я подвергну душированию, то есть опущу в ледяную воду, чтобы охладить как можно быстрее. Во-первых, будет меньше потери веса и более сочный рулет, а во-вторых, уменьшается риск развития патогенов, делая рулет более безопасным к употреблению. Как рулет я развернул, счастью не было предела. Красный цвет и аромат сладкой паприки так и манил съесть его побыстрее. Ну а сам рулет режется как надо, не крошится и не ломается, на срезе мраморный, как ветчина, и прекрасно видно, насколько сочный он внутри. Очень прочный, эластичный, значит мясо склеилось, отлично. А вкус в сочетании с курагой и черносливом – это классика, однозначно вкуснотища. На этом все. Спасибо, кто досмотрел до конца.
Ставим лайки, подписываемся. И помните, вся соль в деталях. И все получится.